Они видели пирамиды. Невероятная история последних мамонтов Земли. Если я попрошу вас представить шерстистого мамонта, вы, скорее всего, вообразите ледниковый период. Куча снега, пещерные люди с копьями, которые мычат друг на друга, и гигантские волосатые слоны. Это логично, ведь именно так нам все показывают в кино и учебниках. А теперь представьте Древний Египет. Фараоны, иероглифы, мумии и те самые врачи, которые почему-то обожали использовать крокодильи навоз в медицинских целях. Кажется, что между этими двумя эпохами миллионы лет разницы, верно? А вот и нет. Ваше восприятие времени — это полная ложь. Что если я скажу вам, что когда древние египтяне надрывали спины, таская гигантские каменные блоки для Великой пирамиды в Гизе, по земле все еще ходили живые шерстистые мамонты? Да, вы не ослышались, мамонты не вымерли в каменном веке. Последняя их популяция дожила до времен, когда человечество уже изобрело письменность, водопровод и бюрократию. Сегодня мы расскажем, как небольшая группа волосатых гигантов обманула смерть на несколько тысячелетий, и почему их финал был настолько трагичным, что об этом больно даже думать. Чтобы понять, как эти парни задержались на нашей вечеринке, нужно вернуться на 10 тысяч лет назад. Ледниковый период заканчивается. Планета стремительно нагревается. Для шерстистых мамонтов это буквально конец света. Их идеальная среда обитания, холодные сухие степи, превращаются в болота и густые леса, где им нечего есть и невозможно нормально передвигаться. Добавьте к этому наших предков, которые поняли, что мамонт — это не только ценный мех, но и тонна вкусного мяса, и вы получите рецепт массового вымирания. Большинство мамонтов вымерло. Но одна небольшая группа самых упрямых гигантов решила, что они просто так не сдадутся. Они ушли на самый-самый север Сибири в поисках последних остатков холодной степи. И они нашли их на куске суши, который тогда еще был соединен с материком. Но затем уровень океана поднялся, и вода отрезала этот кусок от остального мира. Так образовался остров Врангеля. Остров Врангеля стал для мамонтов чем-то вроде эксклюзивного дома престарелых. Там было все, что им нужно. Холодный климат, вкусная травка и, что самое главное, абсолютно никаких людей. Ближайший человек находился в сотнях километров через смертельно опасный ледяной океан. Из-за того, что остров был изолирован, а еды было не так много, как на материке, эволюция включила режим экономии. Сработал так называемый эффект островной карликовости. Мамонты на острове Врангеля стали заметно меньше своих материковых предков. Если классический мамонт был высотой под 3,5 метра и весил как грузовик, то эти ребята сдулись примерно до размеров современного индийского слона. Эдакая карманная демо-версия мамонта. Но они были живы, и они процветали тысячелетиями, полностью оторванными от остального мира. А теперь давайте синхронизируем часы. На дворе 2500 год до нашей эры. Пока мамонты на острове Врангеля спокойно жуют свою траву, не подозревая, что они последние своего рода, человечество на материке буквально сходит с ума. Шумеры в Месопотамии уже изобрели клинопись и вовсю занимаются бюрократией. В Индии процветает харабская цивилизация, у которой есть централизованная канализация. Покажите это жителям средневековой Европы. А в Египте фараон Хуфу решает, что ему нужна самая огромная гробница в мире. Строится Великая пирамида в Гизе. Это золотой век бронзы. Люди торгуют, воюют, пишут стихи и строят чудеса света. А где-то далеко на севере, в кромешной ледяной мгле, лохматый мини-мамонт чешет спину о камень. Они жили в одно время. Если бы фараон Хуфу захотел, и если бы у него был ледокол, он мог бы отправить экспедицию и привезти живого мамонта в свой зоопарк. Они пережили строительство Стоунхенджа, они пережили появление первых династий в Китае, они пережили всех своих родственников на тысячелетия. Но, как и все великие империи, империя мамонтов должна была пасть. Их погубили не римские легионы, не метеорит и даже не первобытные охотники с копьями. Их погубила генетика. Проблема изоляции на маленьком острове заключается в том, что вас там очень мало. На острове Врангеля популяция мамонтов колебалась в районе 300-500 особей.
Когда вы на протяжении тысяч лет размножаетесь в такой тесной компании, это неизбежно приводит к инбридингу, близкородственному скрещиванию. Ученые, исследовавшие геном последних мамонтов, схватились за головы. Их геном был буквально сломан. Они накопили огромное количество мутаций, они теряли обоняние, их шерсть становилась странной, у них развивались болезни желудка, их генетический код превратился в багованный код инди-игры, который никто не патчил тысячелетиями. И вот примерно в 1650 году до нашей эры, когда в Египте уже правили фараоны Среднего Царства и в Греции зарождалась микенская цивилизация, на острове Врангеля случился финальный коллапс. То ли ударила сильная ледяная буря, покрыв траву непробивной коркой льда, то ли в их ослабленный геномный пул попала неизвестная болезнь, но генетически сломанные, уставшие и одинокие последние мамонты Земли просто тихо исчезли в полярной ночи. История последних мамонтов Земли — это напоминание о том, как безумно и нелинейно работает время. Эпохи не заканчиваются по щелчку пальцев, они накладываются друг на друга, создавая невероятные исторические парадоксы. Величайшие стройки человечества шли под фоновый звук шагов последних гигантов ледникового периода. Но мамонты были не единственными заложниками своей крови. Природа не делает исключений ни для животных, ни для королей. В следующем выпуске мы расскажем, как та же самая генетическая ловушка, что сгубила лохматых гигантов, медленно и беспощадно уничтожила самую могущественную династию людей в истории. Мы заглянем в медицинские архивы Ватикана и Мадрида, чтобы понять, каково это — править половиной мира, но не иметь возможности даже закрыть собственный рот. Подписывайтесь, чтобы не пропустить анатомию самого дорогого вымирания в истории. Это был архив невозможного. Скоро увидимся!